Леденящие кости пламя. Почтенный Фэн – крайне могущественный эксперт, а также, помимо прочего, лучший друг Яо Лао. В прошлом они прошли через огонь и воду, что еще больше укрепило их дружбу. На собрании павильонов он вступился за Сяо Яня и взял под свою защиту. Как почтенный воин 4 звезд, он сильнейший среди 4 глав павильонов. Никто из них, включая почтенного Лэя и остальных, не могли так просто выступить против почтенного Фэна. Как мы знаем, чем выше класс, тем большее значение имеет даже одна звезда. Поэтому он явно превосходил других глав павильонов, которые находились лишь на уровне почтенного воина 2 звезд. Почтенный Фэн позволил Сяо Яню называть его учителем, что говорит о большом доверии к ученику Яо Лао. А после того, как он увидел талант и способности парня, еще больше убедился, что он действительно ученик его друга. Но что известно о прошлом почтенного Фэна? Как они встретились и подружились с Яо Лао? На самом деле есть целая новелла, приквел к расколотой битве Синего Небес. Он называется «Легенда о Яо Лао». Здесь подробно описывается жизнь Яо Лао, его прошлое, в том числе и встреча с почтенным Фэном, которого зовут Фэн Сянь. Помимо этого рассказывается правда про клан Яо, клан алхимиков. Это таинственный клан с невероятно длинной и запутанной историей. Поговаривают, что прародителем был могущественный воин, преодолевший смертные оковы. В этот клан невозможно попасть случайно, а их искусные методы алхимии и невероятная мощь стали известны на всем континенте. Этот клан стал святой землей всех алхимиков. Итак, первоначально Фэн Сянь был молодым хозяином семьи Фэн, 3-й по величине семье в городе Улун. После того, как семья Фэн была уничтожена, Фэн Сянь сопровождал Яо Чэня в исследовании центральных равнин и успешно отомстил 6 лет спустя. А после того, как Яо Чэнь основал павильон падающей звезды, Фэн Сянь помог ему в управлении. Первая встреча Яо Чэня и Фэн Сяня была довольно забавной. После того, как Яо Чэня изгнали из клана Яо, он прошел через ряд трудностей и опасностей. Он был в оборванной грязной одежде и походил скорее на нищего. Проходя через один город, он встретил красивого доброго юношу, который накормил его и поделился своим обедом. Да, этим юношей оказался Фэн Сянь. После этого они встретились снова. Фэн Сянь пригласил Яо Чэня пойти вместе, но Яо Чэнь отказался. После возвращения в город Улун его увидел Яо Чэнь, который сотрудничал с семьей Фэн. Доброта должна быть вознаграждена, поэтому Яо Чэнь решил наладить более глубокое сотрудничество с семьей Фэн. Однако вскоре после этого семья Фэн была уничтожена семьей Му. Не только глава, но и практически все ученики были убиты. Только Фэн Сянь был спасен Яо Чэнем. Что же произошло дальше? Чтобы удержать Фэн Сяня от глупых поступков, а именно мести врагам, которые были намного сильнее, Яо Чэнь рассказал ему о своем прошлом в клане Яо и пообещал, что поможет отомстить за семью Фэн в течение 10 лет. А за это время Фэн Сянь наберется сил. Постоянно сражаясь с монстрами в глубоких горах, Фэн Сянь поднял свой уровень. В то же время, поддерживая друг друга с Яо Чэнем, они установили настоящее братство. В течение 3 лет, пока Яо Чэнь совершенствовал навыки алхимии, Фэн Сянь усердно тренировался. Лишь после этого он мог вернуться в родной город и отомстить предку семьи Му, что убил его родных. О таланте Фэн Сяня можно было только сказать, что он неплох, но никак не гениален. Но после прохождения через руки Яо Чэня, Фэн Сянь, который несколько раз принимал лечебные ванны, стал куда сильнее. Его меридианы, боевой дух и все его способности постепенно окрепли. Талант Фэн Сяня к совершенствованию оружия весьма хорош. Он получил набор боевых навыков по совершенствованию оружия и добился быстрого прогресса. Да, нелегкая судьба у Фэн Сяня. Его семья была уничтожена, но в это время его очень поддерживал Яо Чэнь. Так и зародилась дружба, которую не смогли разрушить ни времена, ни расстояние. А теперь, когда почтенный Фэн встретил ученика его друга, он был готов на все, чтобы защитить Сяо Яня. На самом деле, когда Хань Фэн предал Яо Лао и по уговору Дворца Душ ранил отравленным мечом, Фэн Сянь не был об этом в курсе. Но когда он понял, что случилась беда и Яо Лао исчез, то пошел к его ученику Хань Фэну. Тот солгал и объявил всем, что учитель пострадал от отдачи во время приготовления медицинской пилюли, отчего и погиб.
Разумеется, Фэн Сянь не поверил ему и пришел, чтобы расследовать смерть своего друга. Но Хань Фэн оказался чрезвычайно хитер, и через некоторое время его следы исчезли с центральных равнин. Все эти годы с исчезновения Яо Лао почтенный Фэн искал любые следы и зацепки, которые могли бы помочь узнать, что случилось с Яо Ченем. Наконец, Сяо Янь раскрыл всю правду, и Хань Фэн ответит за все сполна. Позже почтенный Фэн и Сяо Янь разработали подробный план по спасению Яо Лао, связались с двумя могущественными мастерами также на уровне почтенных воинов и спасли Яо Лао из Дворца Душ. Помощь Фэн Сяня действительно была незаменима. Ждем все эти интересные события в аниме. Большое спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете об истории Яо Лао и Фэн Сяня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!